солнечном, но тихом американском городе Чарльстон, Южная Каролина, жизнь Майкла протекала размеренно и просто. Он был одиноким отцом, чья столярная мастерская обеспечивала ему скромный, но честный доход. 2 года назад его жена Анна оставила их, и с тех пор единственным центром его мира была его 8-летняя дочь Лиззи. Они жили в старом доме, который достался ему от деда, а граница их участка была обозначена ветхой деревянной изгородью. Когда сильный ночной ветер окончательно вырвал одну из досок, Майкл в старых джинсах и выцветшей рубашке взялся за молоток. Он просто хотел вернуть их миру стабильность. Лиззи, которая после ухода матери стала бояться, что любая поломка может означать крах, с тревогой наблюдала за отцом. С соседнего участка, который пустовал 2 года, раздался мягкий женский голос. Майкл обернулся и увидел Кэтрин. Она была одета в простое светлое платье, но ее ухоженные руки и дорогие часы, которые она безуспешно пыталась скрыть под рукавом, выдавали в ней человека из другого мира. Кэтрин легко перелезла через изгородь и, к удивлению Майкла, показала ему, как правильно держать доску для удара. Они работали вместе в комфортном молчании. Кэтрин уклонялась от вопросов о своей работе, говоря о бумажной работе и скучных встречах, умалчивая о том, что она была владелицей крупнейшей строительной корпорации в регионе Alvarez Construction, и что большая часть недвижимости в Чарльстоне принадлежала ей. Она не сказала, что ее переезд в этот тихий пригород был осознанным побегом от мира, который лишил ее всего, включая любимую дочь Анну, погибшую в автокатастрофе. Лиззи немедленно привязалась к новой соседке, и Кэтрин отвечала девочке нежной, почти пронзительной заботой. Майкл чувствовал, как тает лед его одиночества и осторожности, обжегшись на предательстве Анны. Однако он не мог избавиться от ощущения, что Кэтрин что-то скрывает. Правда вскрылась во время городской ярмарки. Появившийся на публике ассистент Кэтрин неловко, но громко назвал ее госпожа Алварес, вынужденную вернуться к делам. Весь город узнал, их скромная соседка была воротилой, владеющей половиной их области. Хуже того, Майкл узнал, что его мастерская находится в здании, принадлежащем ее компании, и что готовится план сноса, о котором она не предупредила. Майкл счел это жестокой игрой, манипуляцией, которая была хуже честного ухода Анны, и выгнал Кэтрин из своей жизни. Боль от повторного предательства была невыносима, но Лиззи, мудрая не по годам, настаивала на прощении, утверждая, что плохие не плачут. Позже Майкл получил письмо. Кэтрин раскрыла ему свою трагедию, объяснив, что переехала сюда, чтобы выжить, и что, увидев Лиззи, похожую на ее покойную дочь, она не смогла уйти, но побоялась, что правда разрушит их связь. Она остановила процедуру сноса и переписала мастерскую на его имя, а затем уехала, не желая больше причинять боль. Потрясенный горем Кэтрин и ее последним поступком, Майкл осознал, что ее ложь была продиктована страхом, а не злобой. Лиззи убедила его, сказав, что тетя Кэтрин хочет остаться. Разве это не важнее? Майкл позвонил ей. Наконец, они решили попробовать снова, начиная с места, где все началось у старой изгороди. Он был готов рискнуть войти в ее сложный мир, а она была готова остаться в его простом. Кэтрин вернулась, и они начали медленно, терпеливо, заново строить доверие, как когда-то чинили забор, по одной доске за раз. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.